Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Подозреваемый вор в законе Андрей Недзельский, он же Неделя, Львовский, которого задержали в Болгарии по просьбе Украины, летом 2021 года, исчез после избрания ему меры пресечения в виде залога. Об этом по официальному запросу Хромецк сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции. Следовательно, процедуру экстрадиции приостановили. Неделя исчез после того, как внес залог, по данным наших источников, 100 тысяч болгарских левов. Ранее он был объявлен в международный розыск за вероятное убийство своего бизнес-партнера и попал в санкционный список воров в законе в Украине. В рамках международного сотрудничества компетентные органы Болгарии сообщили, что местонахождение вышеупомянутого лица неизвестно, и оно объявлено в национальный розыск на территории страны, ответили нам в Департаменте стратегических расследований. В то же время там добавили, что в соответствии с законом о выдаче и Европейским ордером на арест Республики Болгария, присутствие разыскиваемого человека обязательно во время процедуры выдачи. В случае задержания компетентные органы продолжат процедуру, отметили в ответе. Ранее СМИ писали, что во время судебного процесса болгарский адвокат Недзельского уверял о смертельной опасности его подзащитному в случае выдачи в Украину. Украинский адвокат подозреваемого вора в законе Лариса Криворучка нам отметила, что не комментирует этот вопрос. Хромецк обращалась с перечнем вопросов в прокуратуру, полицию и суд Болгарии, однако ответа нам не предоставили. Андрей Недзельский, известный как Неделя или Андрей Львовский, на момент получения титула не отбывал наказание в местах лишения свободы, что фактически противоречит старым понятиям. Имел широкие связи в клане деда Хасана, был смотрящим в Украине, в том числе и в Киеве. В мае 2020 года работники ГСР заочно сообщили о подозрении Недзельскому за вероятное убийство своего бизнес-партнера. Именно по этому делу он находился в розыске. По данным следствия, в 2009 году вместе с другими лицами он убил своего друга и бизнес-партнера. В то время Андрей Львовский стремился получить наивысший статус в преступной иерархии, а его товарищ, с которым у него возник конфликт, на почве совместной преступной деятельности, собирался инициировать так называемую сходку и пожаловаться на него лидерам криминального мира. В случае проведения такого собрания, подозреваемый не смог бы получить статус вора в законе, поэтому решил избавиться от своего бизнес-партнера, отметили в МВД и добавили, что именно после убийства его короновали и предоставили статус вора в законе. После объявления в розыск Недзельский пользовался поддельными документами на другую фамилию. Во время одной из попыток попасть в Болгарию был остановлен правоохранителями. Бывший глава криминальной полиции Вячеслав Аброськин заявлял, что в 2019 году Недзельского якобы раскороновали на торжествах по случаю свадьбы в семье криминального авторитета Олега Бакинского. В мае прошлого года Недзельский попал под санкции Совет национальной безопасности и обороны против воров в законе.